Так, приветствую вас на своем канале Крым-энд-Бай, и в этом видео я вам покажу, как светит у меня дальний ближний свет Passat B3, так как я сделал небольшой тюнинг, китайский, можно даже сказать. Все лампочки покупались на сайте AliExpress. На дальний ближний свет я уже в прошлом видео показывал, что у меня стоит все на светодиоде. Габариты тоже светодиодные, поворотники светодиодные. Я все разбирал, вроде бы показывал, вроде бы все показал. Ну и сейчас там писали комментарии, что ты все показал, а не показал сам луч, как светят сами фары. Короче, так. Пока посмотрим внешне. Вот так они горят у нас внешне. Это ближний свет фар. В прошлый раз я показывал дальний. Если включу дальний, еще плюс загорятся вот эти вот лампочки. Мне дополнительные. Сейчас я включу. Вырубаем. Вот загорелась синяя лампочка. И смотрим. Вот уже все, это уже дальний. Ну и сейчас поедем, поищем какую-нибудь стену, чтобы показать вам луч после такого тюнинга. Ну и заодно попробую показать, как она на дороге все освещает. Это у нас ближний свет фар. Ну, тут немножко фонари, конечно, будут нам мешать. Если сейчас не получится показать, это я уже показываю заодно. Мы ищем стену. Ну, в принципе, видно. Это ближний свет фар. Не знаю, как камера передаст, но все боковые полосы я все прекрасно вижу. А со старыми обыкновенными лампочками я ничего не видел. И особенно не видел я ничего, когда разминался со встречными автомобилями. Так, тут фонарь. Ну так, вроде бы здесь мы и найдем, чтобы нам можно было подъехать к стенке. Нельзя, конечно, сюда заезжать, но мы это сделаем. Мы заедем как раз к воротам. Вот, тут даже кто-то, понимаете, сейчас поближе подойду, кто-то здесь регулировал фары. Ну вот одна ниже у меня, а другая чуть выше. Пойдем разбираться. Итак, вот кто-то просил, кто-то чертил. Вот какие-то чертежи. Кто-то по этим чертежам регулировал фары. По этим чертежам вроде бы почти совпадает. Ну вот, короче, луч это на ближнем свете фар. Вот так они светят. Красивый белый цвет. Габаритки уже догорают. Кстати, у меня есть новые габаритки. В следующем видео тоже покажу, как я буду менять габаритки. Ну или в каком-то видео получится. Как будет время, короче. Я их заменю. Будет тоже очень красиво. Обязательно, кстати, подписывайтесь на канал, если хотите видеть. Вернее, не видеть. Если хотите смотреть данное видео, если вас интересует видео про Passat B3, ну и не только про Passat B3, на световую такую вот подсветку, оптику, как там лучше ее назвать, пишите обязательно в комментарии. Можно ставить на всякого рода автомобилей и также покупать на китайских сайтах, на китайском сайте AliExpress. Сейчас я включу дальний свет. Вот наш дальний свет. Не знаю, как там поменялось, не поменялось. Но фары дополнительные включились. Ну и вот, короче, такой пучок. Ты еще раз переключаешь на ближний. Но меняется что-то, да? Потому что когда едешь, тоже разница есть. Но все отлично. Так, ну и поехали посмотрим на трассе, как будет видно. Дальний и ближний попробуем пощелкать.
Так, заехал я на гравейку. Так, микрофон на месте. Заехал я на гравейку. Здесь, короче, не будет у нас фонарей. Это точно. Здесь очень хорошо можно проверить. Вот именно дальний, ближний. Конечно, дорога не очень. Желательно было по асфальту. Ну, вот, короче, сейчас мы едем на ближнем свете. Включаю дальний. Дальний, короче, светит получше, немножко бьет вдаль, но не так светит он. Ну, не так бьет вдаль, как на простых лампочках в Passat B3, на родных, к примеру. Но неплохо, неплохо. Не знаю, как передаст вам камера. Но сейчас, на данный момент, после вот такого тюнинга недорогого, я считаю, светит и освещает фары на ура. Это мое мнение. Так что не знаю, если есть у кого желание экспериментировать, покупать, я могу ссылочки скинуть. Если кто-то напишет в комментарии, например, сбросьте мне ссылки на светодиодные лампочки или какие-то там лампочки ты ставил, я обязательно скину, кому это нужно будет. Ну, вот такой получился у нас обзор фар. Дом освещался, блин. Чуть и не заехал в этот дом. Упала моя камера. Приколюга. Упала моя камера. Так, заднюю сдадим. Куда-то мы заднюю сдадим. Нужно разворачиваться. Не хочу здесь я больше кататься. Здесь очень плохие дороги. Ничего не вижу сзади. Кстати, когда включаешь заднюю передачу, тоже загорается наш, задний ход, да? О, у нас, кстати, хороший будет пример. Вот, я разминаюсь спокойно, все вижу. Никому не мешаю, никого не слеплю. Я показывал, что нужно сделать, чтобы не слепить встречку при таких вот лампочках, кстати, светодиодных, в прошлом видеоролике. Так что, если кому интересно, можете поискать. Ну, короче, все отлично. Вот дальний, вот ближний, что-то меняется. Ну вот, в принципе, и прошла наша проверка тюнинга. Все, думаю, кому было интересно, увидели, как горят мои фары на дальнем и ближнем. Ну и судите сами, стоит ли тюнинговать ваши фары. Мне данный тюнинг очень помог. Тем более не за большие деньги. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел до конца. Подписывайтесь на канал, если кому интересно было данное видео и дальнейшие такие видеоролики. Всем всего хорошего и пока-пока.